Всем привет! Сегодня у нас заключительная часть по Е90Н52 выхлоп проекту. И в сегодняшнем видео мы покажем примерный инженерный процесс по созданию спортивных выхлопных систем. Основной нашей задачей будет выявление комбинации магистрали с максимальной пропускной способностью. Основными нашими инструментами будут высокоточный Dyno-стенд, высокоточный GPS-слогер для замеров разгонов скорости от 0 до 100 и наш опыт и знания. Для максимальной частоты эксперимента все операции мы будем производить оперативно в течение 2-3 дней, чтобы избежать вероятности старения бензина, изменения температуры и влажности атмосферного воздуха между замерами. Заполним бак до полного и пару 20-литровых канистр, чтобы поддерживать уровень. И будем следить за давлением в шинах. Все остальное наглядное видео. Поехали! Итак, спортколлектора у нас уже были установлены, и для первичных опытов сварили просто прямоточные голые трубы, без X-пайпа, без резонаторов и глушителей и так далее. После чего мы покрасили это все в термостойкую краску для суппортов. Для чего мы это сделали, сейчас попробую объяснить. А сделали это мы для выявления точек противодавления газов в выхлопной системе, так как вам известно, противодавление увеличивает температуру. Краска для суппортов у нас выдерживает температуру 120 градусов. Я гонял на тачке примерно 3-4 часа, в среднем и в спортивных режимах. Температура в области приемных труб составляет 150-300 градусов, поэтому, как вы видите, у нас приемные трубы выгорели капитально. То бишь краски вообще тупо больше не стало. Средняя температура в центральной части выхлопной магистрали составляет 100-150 градусов. И, как вы видите, краска достаточно достойно справилась с этой тепловой нагрузкой. Но обратите внимание, что на первых изгибах у нас образовались вот такие вот некие прогарчики. И они бы были у нас еще больше, если мы сделали угол не 45 градусов, а 90 градусов. Что говорит нам о том, что здесь создалось небольшое, но противодавление. Почему во всех грамотных спортивных системах, хочу отметить именно грамотных, а не просто дорогих, вы никогда не увидите угол в 90 градусов. Они будут всегда распределены 45 и 45. Углы в 90 и более градусов позволительны только после центральной части выхлопной системы, примерно в области глушителя, где газы у нас уже более остывшие и потеряли свою инерцию. Основной целью данного эксперимента было выявить точку пробкового эффекта, то бишь противодавления, в момент резкого нажатия на газ. Она происходит у нас примерно где-то по центру магистрали, примерно вот в этой области. Соответственно, где обычно устанавливается либо резонатор, либо X-пайп, для того, чтобы компенсировать данное противодавление. Как вы видите, наш опыт потерпел фиаско. Краска абсолютно нигде не выгорела, потому что здесь уже нет такой температуры. Профессиональные инженеры используют для этого тепловизоры. И с помощью них они выявляют точную точку, где необходимо установить ту или иную комбинацию. Так как мы потерпели фиаско в данном опыте, будем искать новые пути. А сейчас поедем на Dyno-стенд и посмотрим сегодняшнюю ситуацию при нашей комбинации спортколлектора плюс голые прямоточные трубы. Итак, профессиональный Dyno-стенд нам показал, что машина сейчас имеет свои 215 лошадиных сил, практически как в стоке, 218 лошадиных сил. Посмотрим ее в деле, посмотрим ее динамику от 0 до 100 километров. По паспорту она должна разгоняться за 7,7. Если сейчас мы увидим более худший показатель, соответственно, потери уже где-то у нас есть в трансмиссии, то бишь может быть изношена коробка, редуктор, раздатка и так далее и тому подобное. Машина полноприводная. Кто не знает, мощность у нас снимается с маховика двигателя. Соответственно, все, что уже потом наши посредники, они могут нам тоже подпортить жизнь в 1-2 секунды. Но сейчас посмотрим, что произошло по факту, что есть по факту.
Собственно, что и требовалось доказать. Она должна у нас разгоняться с завода за 7,7 секунд, она по факту разгоняется за 8,8 секунд, то бишь потеря 1 секунда. Это говорит о том, что у нас недостатки в коробке и в других элементах трансмиссии. Сейчас же едем дальше на операционный стол, будем устанавливать X-Pipe. Итак, дорогие друзья, кто до этого момента не верил в X-Pipe, пожалуйста, смотрите. Это у нас синяя линия. Прибавилась 1 лошадиная сила, это ни о чем, конечно же, но практически на всем диапазоне оборотов 5-й передачи, на которой мы, собственно, и производим все замеры, показатели кривой крутящего момента у X-Pipe выше. И это подтверждает факт о том, что грамотный X-Pipe, установлен в правильном месте, все же создает дополнительное разряжение в выпускном тракте. По расчетам наших друзей-инженеров, оно может достигать на определенных оборотах до 4,4 килопаскаля. И вот смотрите, только после 5500 оборотов кривые плюс-минус выравниваются, и у X-Pipe даже есть местами незначительные провалы. Это говорит нам о том, что на повышенных оборотах пересекающиеся потоки газов начинают более активно сталкиваться и создавать турбуленцию в области у отверстия X-Pipe. Как попробовать исправить ситуацию на верхах, покажем далее, а сейчас замерим динамику разгона от 0 до 100. Следующее творение инженерной мысли, которую мы воплотим в реальность, это так называемый Z-Pipe. Функция данного концепта точно такая же, как у X-Pipe, то есть это доп. Разряжение в выхлопной магистрали. Но Z-Pipe обладает очевидным преимуществом, ибо потоки газов, как вы видите, не сталкиваются друг с другом, что избавит нас, в свою очередь, от турбулентности на высоких оборотах. Итак, Z-Pipe изготовлен, внедрен в систему. Сейчас едем снова на замеры. Не подведи нас, красавчик. С Z-Pipe звук достаточно стал такой басистый, спокойный, что ли, не знаю. Звучит эффектно. Сейчас подзаправим бензин, проверим давление и вперед. Итак, произведем беглый анализ Z-Pipe кривой крутящего момента относительно предыдущих лидирующих замеров с X-Pipe. Мы видим, что в интервале оборотов двигателя от 2 до примерно 3200 коэффициент немного, но лучше. От 3200 до 5000 наши соперники идут практически вместе, и в некоторых моментах X-Pipe даже где-то наказывает Z-Pipe. Но с 5000 и до пика оборотов Z-Pipe уверенно начинает доминировать. И обратите внимание, что в кармане мощности у нас прибавилось еще плюс 4 лошади. Но в то же время буквально на 2 единицы ухудшилось пиковое значение крутящего момента. В общем, особо Z-Pipe нас не удивил, но как минимум он дал более положительный результат на верхах. И после 5000 оборотов у нас кривая стала более качественной. Как это будет выглядеть на деле, сейчас проверим. Итак, на X-Pipe у нас был лучший результат 8.35, на Z-Pipe у нас получилось 8.14, причем хочу отметить, это получилось с первого раза. Выиграли мы примерно в динамике на 0,02. На самом деле я ожидал 0,5, но положительный результат в любом случае лучше, чем никакой. Самой ответственной частью в газодинамике разобрались, и опытным путем выявили, что максимально пропускная способность магистрали достигается в тандеме с Z-Pipe и обгоняет X-Pipe на 0,3 секунды. Теперь изготовим спортивный глушитель раздвоенный с регулировкой звука.
Итак, ребята, готово. Лицезрите, как должен выглядеть полноценный прямоточный спорт-выхлоп системы заслонок для регулировки звука в гражданском или спорт-режимах, который будет не только круто звучать, но поможет дышать двигателю полной грудью на высоких оборотах. И двойные насадки в нашем случае это не просто бутафория, как вы можете наблюдать на других автомобилях, а это действительно два отдельных идущих контура. Один контур идет напрямую в атмосферу, другой через глушитель, когда заслонки закрыты. Также обратите внимание на Y-пайповую систему, что когда у нас заслонки открыты, половина выхлопных газов также проходит через глушитель, который в данный момент, когда заслонки открыты, выполняет функцию Гельмгольца, что избавляет наши уши от низкочастотного гула, а выхлопным газам придает дополнительный объем, что также благоприятно влияет на их проходимость. Сейчас будем заводить, тестить звук в двух режимах, но заочно хочу сказать, что звук будет достаточно дребезжащий, не очень прикольный, потому что металл еще не калился, ему нужно хорошо прогреться в течение нескольких дней, и после этого звук становится такой более интересный и бархатный. Итак, машинка готова к замерам. Сейчас будем тестировать мощность в двух режимах. Сначала на закрытых заслонках будет работать у нас глушитель. Потом откроем прямоток и посмотрим, как изменятся показатели. Теперь демонтируем прямоточные трубы и посмотрим, как машина себя проявит на голых коллекторах. То бишь, грубо говоря, будет просто прямоточные коллектора и атмосфера. За основу предыдущих замеров мы взяли комбинацию Z-Pipe и прямые трубы. У нас было 217 лошадиных сил. А теперь, внимание, поставили прямоточный глушитель, прибавили мощности 220 лошадиных сил на закрытых заслонках и 223 лошадиные силы и 6 на открытых заслонках. Убираем предыдущую комбинацию Z-Pipe и прямые трубы и смотрим сегодняшнюю ситуацию открытые и закрытые заслонки. Открытые заслонки — это зеленая линия, закрытые заслонки — это синяя линия. По графику мы видим, что открытые и закрытые комбинация плюс-минус одно и то же, только на самом конце на отстрелах она у нас чуть-чуть уходит вперед. Вот это видно вот здесь вот. Но зато обратите внимание, что у нас лучшие показатели по лошадиным силам, плюс 3 лошадиные силы. Теперь открываем график, когда у нас были просто коллектора и больше ничего, то бишь выпускные коллектора, и сразу газы выходили в атмосферу. Видите, насколько график хуже? То есть получается, двигатель душил как бы сам себя, потому что не было потоковой волны как таковой. И это мы все показали наглядно. Теория в практике. Итак, лучший предыдущий показатель от 0 до 100 у нас составлял 8,15. То было Z-Pipe и просто прямые трубы. Сейчас у нас Z-Pipe плюс полностью прямоточный глушитель системы заслонок. Посмотрим результаты на сегодняшний день.
Итак, нас можно поздравить. Наша динамика улучшилась с 8,14 до 7,75. То бишь мы улучшили свой предыдущий результат на 0,5 секунды. Теперь едем обратно домой, подкидываем полностью всю штатную систему и едем повторно на замеры на Dynastent и на разгоны от 0 до 100. Итак, наши соперники штатный и спорт-выхлоп на полу и готовы к контрольному состязанию. На полностью прямоточной системе у нас получилось выжать 223 лошадиные силы и 7,7 секунды разгона до сотки. Осталось, собственно, сделать замеры полностью стоп-системы. Дадим фору штатным коллекторам и удалим у них передние катализаторы. Задние с более пропускной способностью оставим. Проанализируем заключительные результаты нашего концепта и штатной выпускной системы по графикам Drag GPS Logger. Примечание. Оба замера были произведены оперативно в течение 10 часов на одном и том же бензине под контролем давления в шинах и одинаковой температуры атмосферного воздуха. Также было выдержано соотношение склона дороги и составляет 0,18%, что в пределах погрешности. Итак, начнем с акселерометра. Это график измерения относительного ускорения или перегрузок, который нам показывает общую картину эффективности командной работы двигателя и трансмиссии автомобиля, или, если точнее, крутящего момента с коленвала, скорость переключения передачи, сил трения, то есть потерь непосредственно самих узлов трансмиссии. А также график показывает зацеп с дорогой. И если, к примеру, на старте колеса ушли бы в букс, то на графике это отразилось примерно как падение шкалы ниже нуля. Итак, мы видим наглядно, что на самом старте коэффициент ускорения улучшился, что обеспечило уже половину победы нашей концепт-выпускной системы. Далее, на отрезке разгона от 10 до 100 км в час, на первый взгляд, перепады коэффициента ускорения в обоих случаях плюс-минус одинаковые. Но, если внимательно изучить график, видно, что общий уровень и количество точек максимального спада на шкале спорт-выхлопной системы меньше, чем у штатной, и линии чуть более плавные. Также более эффективное ускорение на спорт-выхлопе наглядно показывает график фактического ускорения машины, что привело нас к следующим результатам. Это улучшение динамики на 1 секунду и сокращение дистанции разгона до 100 км в час на 11 метров. То есть при заезде на драг-рейсинге, это четверть мили, наш концепт будет обгонять штатную выхлопную систему примерно где-то на 3 корпуса. Подведем итоги. В течение 3 дней мы проделали большую работу и создали опытный, хороший экземпляр спортивно-гражданской выпускной системы, которая улучшила динамику нашей трешки на 1,1 секунды, придала двигателю более агрессивный спортивный звук с возможностью регулировки громкости с помощью вакуумных заслонок. Данный концепт будет проходить дополнительные тесты и корректировки, и, возможно, в ближайшем будущем мы выпустим данный концепт в серийном производство. Всем спасибо за внимание. Просьба поддержать нас пальцами вверх. Если пальцами вниз, то хотя бы аргументировать в комментариях, что именно вам не понравилось. Все комментарии стараюсь читать и отвечать. А на сегодня я прощаюсь с вами. Всех обнял.